Мы подводим итоги, друзья. Очень быстро пройдусь. Перед вами целая провинция Пафос. Посмотрите, как интересно вела себя недвижимость в краткосрочном периоде. Это период сравнения всего лишь 1 месяц. Давайте кратко подведем итоги. Это у нас новое жилье. Вот здесь красной строкой мы видим, что выросла стоимость квадратного метра на 0,52% по городу, муниципалитету. В среднем это среднее арифметическое число. Видим 2463 евро, куда входит муниципалитет Пафос, Гироскипу и Пегия. Индекс, друзья, положительный. Индекс недвижимости единичка, запятая 0,05. А если говорить о старом жилье, среднее арифметическое число 2194 евро, что значительно уступает, насколько, на 200, да, на 300 почти евро новому жилью. И здесь динамика роста 0,40% за месяц. Мы говорим в целом, друзья, о провинции Пафос. Надеюсь, вы понимаете. Индекс положительный, единичка 0,04. Ну и вот этот достаточно интересный слайд, где вы уже посмотрите сводные данные, что произошло за год, период сравнения июнь 2025 с июнем 2026 года. Итак, подводя итоги, красная черта в целом по провинции, видим, что новое жилье 2463 в июне 2026 года, в целом по провинции, в 2025 году в июне это 2427 евро. Показала динамику роста на 1,48%. И ну, это вполне как бы адекватно. При этом мы видим, что Пея показала за год 2,49% роста, муниципалитет Гироскипу 1,78%, город Пафос муниципалитет всего лишь 0,5%. Это по новому жилью. Индекс положительный единичка, запятая 0,15. Старое жилье показало меньшую динамику роста, друзья, за год. 2194 евро, это у нас июнь 2026 год, сравнивая с июнем 2025 года, 2185 евро. То есть всего лишь рост на 0,5%, индекс положительный, единичка, запятая 0,04. Очень кратко, друзья, о индексах. Индексы – это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость недвижимости во времени. На примере показываю, как он считается. Считается он достаточно просто, если, конечно же, у вас есть статистические данные. На примере целой провинции старого жилья показываю 2194 делим на 2185, получаем рост в процентах в годовом измерении 0,41% или положительный индекс единичка, запятая 0,04. Друзья, на протяжении многих лет в Украине я и до сих пор занимаюсь тем, что готовлю индексы для крупных украинских банков и иностранных банков, которые работают на территории Украины. Люди, которые меня смотрят, это фокус-группа людей риск-менеджмент или по управлению по рискам. Они знают, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость денег, не денег, а стоимость недвижимости во времени. И это очень важно, потому что квартиры, под которые были выданы финансовые средства, то есть ипотека, да, для финансового учреждения очень важно понимать, растет стоимость недвижимости или же снижается. И, в общем-то, вот эта синергия знаний помогает и мне, так сказать, развиваться, заниматься наукой. И, естественно, друзья, что помогает минимизировать риски финансовым учреждениям, у Украины. Надеюсь, данный проект по Кипру также будет работать спустя определенное время. Понятно, скорее всего, это будут иностранные банки, потому что кипрские банки, с ними очень тяжело говорить, то есть они практически не понимают данной ситуации, хотя она актуальна очень. А вот иностранные банки, которые работают на территории Кипра, к сожалению, их очень мало. Они, скорее всего, и могут быть, так сказать, потребителями данного продукта. Итак, давайте посмотрим теперь, что произошло. Это уже предпоследний слайд. Друзья, макроэкономические показатели. Мы первый квартал, за второй квартал еще не опубликованы они не службой статистики Кипра, не Евростатом, естественно, а вот за первый квартал мы можем посмотреть. Начнем с чего? Начнем с того, что
внутренний валовый продукт характеризует основные, так сказать, ну, показывает тенденции, которые мы наблюдаем, что происходит с экономикой в целом, да. И если вы посмотрите, я вот тут желтым прямо выделил, драйверами роста ВВП или формирования внутреннего валового продукта являются всего лишь несколько отраслей. Это розничная торговля, это ремонт автомобилей, это информационные технологии и коммуникации, и также финансовая и страховая деятельность. То есть вы не видите здесь, друзья, что? Не видите строительной отрасли от слова совсем. А вот теперь давайте мы посмотрим, что же произошло в первом квартале 2026 года, сравнивая с первым кварталом 2025 года. Это очень важно. Мы видим, что ВВП 2025 года 3,6% роста было. Естественно, сравнивается это с первым кварталом 2024 года. Но мы сейчас говорим о вот этом ну, вот, графике, рисунке, да, и видим, что первый квартал нам показал динамику снижения на 3%. Друзья, я предполагаю, что второй квартал покажет нам динамику роста 2,8 или 0,9%. То есть мы видим, что, друзья, что снижается рост ВВП, ну, сравнивая, естественно, квартал к кварталу, год к году. Это тревожный сигнал. И, соответственно, те драйверы, как я называю, которые формируют внутренний валовый продукт, здесь мы не видим строительной отрасли от слова совсем. Ну, а теперь по поводу адекватности или неадекватности поведения рынка. Рынок вырос, у нас помним, да, всего лишь, давайте подсмотрим, всего лишь на новое жилье на 1,48%, в целом по провинции, старое на 0,5%. Так вот, друзья, второй график рисунок, сравниваем апрель, естественно, 2026 года, что произошло за год. Это инфляция, как вы видите. Что такое инфляция? Наверное, вы знаете. Если кто не знает, я расскажу. Существует такой закон стоимости, который гласит о следующем. Любая экономика работает сбалансированно, если товары и услуги, которые производятся в этой самой экономике, они соответствуют выпущенным деньгам. Это как и фиатные деньги напечатанные, так и там есть агрегаты М0, М1, М2, ну и так далее. Обязательства страны в том числе. И вот мы видим, если вдруг происходит, что денег становится больше, чем выпущено товаров и услуг, а видите, товары и услуги, что это вот как раз товары и услуги характеризуют ВВП, снижается на 3%, то увеличивается инфляция, то есть появляется больше денег, это обесцененные деньги, за эти деньги можно купить все меньше, меньше товаров и услуг. То есть вот это называется инфляцией. Так вот, мы видим, что инфляция 2,8%, да, 2,8%. Хотя вот здесь Евростат уже, друзья, я синенькую картинку показал, видим, что инфляция 3%. То есть, ну, они округлили, хотя я не знаю, можно ли так это делать, да, все-таки. Ну, скорее всего, это ошибка, но Евростат показал нам 3% инфляция, естественно, первый квартал 2026 года. А не Евростат, а уже служба статистики Кипра показала 2,8%. Ну, так или иначе, в любом случае, давайте посмотрим еще интересный показатель, третий вот этот, видите? Это учетная ставка. Учетная ставка Национального банка или Центрального банка, в разных странах по-разному называется, нам 2,15%. Ну, что такое учетная ставка, друзья? Давайте я вам напомню, если кто не знает или подзабыл. Учетная ставка, которую именно Нацбанк или Центральный банк устанавливает, это стоимость денег на внутреннем рынке, так сказать, финансов. Вы понимаете, да, что вот эти 2,15% под такие деньги
могут кредитоваться банки, которые уже дальше, выходя на рынок, кредитуют физлиц и там юрлиц. Больше там 6% я не видел, но вот эта вот разница между 2,15% и, допустим, 5%, под которые кредитуют коммерческие банки Кипра. Вот эта разница, на которую, собственно говоря, развивается банковский бизнес. А теперь мы знаем основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики в целом, причем и банковского сектора. И последний слайд очень интересный, и мы будем говорить об адекватности или неадекватности рынка недвижимости, исключительно рассуждая через призму цифр. Аренда. Напомню вам, аренда, друзья. Ну, здесь мы говорим, давайте в целом будем по провинции. Вы можете просто посмотреть по каждому городу, муниципалитету. Сюда входит с одной спальней, с двумя, с тремя и выше. Новое жилье, новые апартаменты, старые апартаменты. Здесь нет вилл, домовладений, чтобы вы просто понимали. Да, это многоквартирные, так сказать, дома, в которых сдается в аренду недвижимость. И вот мы посмотрим, что произошло за год с данной недвижимостью, которая сдается в аренду в целом по провинции Пафос. Давайте, новое жилье, красный шрифт. В июне 2026 года 1123 евро. Это арендная плата за месяц. Еще это простонародье называется, друзья, пассивный доход. Помните, да? То есть купил или инвестировал деньги в квартиру и сдаешь ее в аренду, и тем самым получаешь пассивный доход. Так вот, пассивный доход составил за год, видим, рост аренды в Пафосе провинции 10,39%. То есть я, друзья, не ошибся. Я пересмотрел, так сказать, проверил данные. И теперь в качестве примера, предположим, у вас есть, давайте вернемся к этому слайду, который предыдущий. Вот здесь мы процентные ставки есть, видите, да? Депозитная, процент по депозиту. Если у вас есть, допустим, ну, к примеру, есть у вас 10 тысяч евро. Это пример для того, чтобы математика была понятна. И вы положите эти 10 тысяч евро на депозит, то вы получите сколько, друзья? Всего лишь 2% годовых, то есть 200 евро в год. То есть это ни о чем. А если вы, друзья, приобретете, ну это тоже пассивный доход. А если вы приобретете недвижимость, я сейчас никому не советую ни покупать, ни приобретать, ни сдавать в аренду, просто мы рассуждаем цифрами, как ведет себя рынок недвижимости, новое жилье. Если вы приобретаете недвижимость на Кипре, при этом можете посмотреть разные цифры в зависимости от города, муниципалитета. Но в целом по провинции рост аренды на 10 целых, не 2%, а 10,39%. То есть квартира средняя где-то, новое жилье 200 тысяч, 250, приобретя ее и сдавая ее в аренду, вы будете получать в годовом измерении пассивный доход. Не 2%, как вам финансовое учреждение, а 10,39%. Единственное, конечно, здесь надо учесть амортизацию, убрать налоги. В любом случае это будет порядка, наверное, я думаю, 8%. Но все равно это выше гораздо, чем та ставка процентная, которую вам предлагают финансовые учреждения. Итак, друзья, старое жилье. Здесь немножко ситуация другая. Мы видим, что аренда старого жилья, сравнивая июнь 2026 года, 901 евро в месяц аренда. В июне 2025 года это было 872 евро за месяц. Сюда не входят, друзья, коммунальные услуги. Видим в годовом измерении рост 3,33%. То есть новое жилье растет в 3 раза выше, чем старое жилье. То есть раз выше растет, значит больше востребовано. За счет чего, друзья, ну, можно, как оно называется, догадаться, но давайте об этом мы будем говорить уже в следующих видео, а пока мы подвели итоги.
сделали, так сказать, умозаключение о том, что, наверное, выгодно на сегодняшний день приобретать недвижимость, так как аренда растет. И поговорим о прогнозах. Давайте я закрою слайды. Перед этим давайте еще раз покажу вам, что рост новое жилье за год выросло всего лишь на 1,5% по стоимости, старое на 0,5%. И вот теперь о прогнозах. Давайте закрою. Прогнозы, друзья. Я предполагаю, что за оставшиеся 2 квартала мы увидим незначительную динамику роста как нового, так и старого жилья. То есть где-то в порядка, наверное, 3% в годовом измерении будет рост по новому жилью, по старому жилью будет порядка 2%. Это вполне адекватное поведение рынка. Почему? Потому что, помните, инфляция 2,8, это служба статистики Кипра, а Евростат говорит 3%. То есть вот именно настолько, насколько обесцениваются деньги, должна дорожать недвижимость. И это я называю адекватным поведением рынка. То есть первичный рынок на 3%, сейчас он 1,5% показывает роста, напомню, это июнь месяц, то до конца года будет это 3%, как раз вот эта инфляция и, так сказать, этот же рост стоимости на уровень инфляции, вот это есть адекватное поведение рынка. Ну, вроде все рассказал, про аренду рассказал. Следующее видео будет посвящено провинции Фамагуста, провинции Никосия. Это все отдельные будут видео, я записываю по каждой провинции отдельное видео. Провинция Лимассол и провинция Ларнака. Смотрим, друзья, задаем вопросы, если таковой появляется, с удовольствием отвечу. Ну, еще вы должны помнить, друзья, да, лайки, дизлайки ставьте данному видео. И вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, в общем-то, помогут вам не заблудиться в каменных джунглях недвижимости, естественно. Не тех джунглях, которые за моей спиной, это джунгли в моем саде, а именно не заблудиться в джунглях каменных острова. Ну или, по крайней мере, данные обзоры будут картой, которая поможет вам, так сказать, или компасом в этом данном, так сказать, путешествии в мире недвижимости. Друзья, до встречи в следующих моих видео. Не забудьте подписываться, ставьте лайки, ну или дизлайки. До встречи.